Всем привет! С вами журнал Мотоэксперт и я, Дмитрий Федотов. Сегодня у нас на тесте нечто совершенно особенное. Это не трехколесный мотоцикл, это не трайк, это даже не мотовездеход. Это внедорожное транспортное средство ZIT Barkhan. Ну, это правда внедорожное транспортное средство. Внедорожнее, я бы сказал, не придумаешь. Вообще, рассказ про ZIT Barkhan от завода имени Дегтярева, того самого, который делал мотоциклы ZIT, ковровский мотоцикл выпускал, нужно начать с истории этого вида техники. Такие трехколесные мотоциклы появились в США как прародители квадроциклов, тех самых четырехколесных, которые мы привыкли видеть сегодня. Начиналось все с трехколесных мотоциклов на шинах низкого давления для езды по песчаным пляжам. В Штатах эту историю довольно быстро запретили из-за низкой устойчивости такой техники, но у них эти мотоциклы были на довольно маленьких колесиках, в отличие от нашего российского Бигфута, как мне хочется это назвать. Такую технику у нас делали еще в Советском Союзе всякие самодельщики, и если открыть какой-нибудь журнал «Техника молодежи» какого-нибудь 85-го года, вы наверняка увидите там кучу мотоциклов, которые называли каракатами. То есть это мотоцикл, поставленный на шины низкого давления. В Советском Союзе их не было, вместо них использовали обычные камеры от тракторов, от грузовиков. Они позволяли не заморачиваться с подвесками, они были очень мягкие и, самое главное, они плавали и позволяли ездить по самым разным покрытиям. Так вот, завод имени Дегтярева эту тему решил развить. И в 2008 году он выпустил кит-комплект для переоборудования обычного серийного мотоцикла ZIT Sava в каракат. А в 2013 году на конвейер встала самостоятельная модель, которая получила название ZIT Barkhan. Она же выпускается до сих пор, но по какой-то случайности как-то наши коллеги вниманием обходят и отечественную технику, и эту конкретную модель. Ее тестов в интернете не так уж и много. ZIT Barkhan. Очень большая штуковина, и когда ты впервые оказываешься за ее рулем, первое впечатление, что это вообще не мотоцикл, а какой-то грузовик. Ты сидишь очень высоко, у тебя все очень большое, очень массивное, широченный руль, вот это гигантское крыло, фары там впереди где-то далеко. Как будто капот у какого-то огромного самосвала, типа Кразы, типа Белаза. Вот прям что-то в нем есть самосвальное такое. И также он, надо сказать, ощущается. В этом мотоцикле необычно все, и, надо сказать, практически каждая его деталь создана с чистого листа. От серийных двухколесных машин сюда перекочевал разве что топливный бак, боковые облицовки, седло, ну и фурнитура типа пультов и светотехники. А вот рама здесь своя оригинальная. Она стальная, она сварена из стальных труб, и по ней видно, насколько она усилена, насколько инженеры позаботились о том, чтобы она выдерживала нагрузки, которые с такими огромными колесами, разумеется, возросли в разы. Сухая масса этого аппарата 330 килограммов, треть из которых приходится на огромные колеса. Огромные шины низкого давления. Это белшина размером 16,5 на 18. Вообще изначально каракаты ездили просто на камерах без покрышек. Во-первых, потому что в Советском Союзе покрышек таких не было толком, или, по крайней мере, они не были в общем доступе, их нельзя было пойти и купить. А во-вторых, потому что камера несколько легче. Но для того, чтобы сертифицировать эту технику, понадобилось обуть в шины. Сертифицировать технику на голых камерах, к сожалению, нельзя. Очень интересные и колесные диски. Колесные диски здесь не штампованные, не литые, они сварные из стальных труб. Выглядит эта ажурная конструкция очень интересно, очень необычно. И что важно, я такое на мотоцикле, я не скажу, что встречал впервые в жизни, потому что на всяких советских мотороллерах, например, колеса разбирались, там обод тоже крепился на болтах для облегчения монтажа шины. Как вы понимаете, такие шины вообще не просто монтировать, и нет, наверное, такого шиномонтажного станка, по крайней мере в легковом шиномонтаже, который мог бы эти шины перебортировать. Поэтому на этих колесных дисках
откручиваются обода, вы можете открутить эти болтики, снять обод и в домашних условиях, таких гаражных, совершенно спокойно снять шину и заклеить камеру. И еще одна интересная особенность, так как диски трубчатые, никаких внутренних полостей здесь нет. На заводском мотоцикле, на серийном, здесь прям торчит камера. Камера колеса, колеса здесь камерные. Но этот мотоцикл уже немножко доработан, и здесь камера, которая бы на серийном мотоцикле торчала голой, здесь она закрыта какой-то плотной мешковиной, каким-то плотным материалом, для того, чтобы случайно не повредить ее при штурме каких-нибудь лесных зарослей, для того, чтобы случайно нам эту камеру не проткнуть сучком. Ну, в общем, такая маленькая, но полезная доработка. Как и любой каракат, Бархан умеет плавать, но плавучесть серийной машины не безгранична. По словам инженеров, примерно треть сухой массы аппарата приходится на шины. Оставшись на камерах, аппарат вообще превращается в поплавок. У меня есть ощущение, что покрышки на нем нужны исключительно для сертификации и прохождения техосмотра, после чего о них можно забыть, оставив в гараже или вырезав больших лебедей. У нас, к сожалению, сегодня не получилось выехать на речку, потому что он хоть и плавает, но там было очень сильное течение, мы побоялись, что его унесет. Я прям задумался, а не нужна ли мне такая штуковина. Я вот себе в голове картинку нарисовал, что сел на мотик, поставил сюда кофр квадроциклетный, накидал туда удочек и поехал на рыбалку. Причем не в привычном понимании, да, как все на рыбалку ездят, а ты прям посредине водоема заехал в водоем, прям вот он плавает как поплавочек, кинул якорь, достал удочку и рыбачишь с него. И сейчас я вам буду рассказывать про проходимость. Проходимость Бархана – тема для долгого разговора. Глядя на него, кажется, что она вообще безгранична, но на деле это не так. Шины низкого давления не замечают даже высокие бревна, которые могут стать проблемой для моноприводных квадроциклов и внедорожных мотоциклов. А вот в грязи или в глубоком снегу шины низкого давления начинают замыливаться и шлифовать, толкая неприводное переднее колесо. Кстати, Бархан вообще не проваливается. Не знаю, реально ли его посадить на брюхо, учитывая рекордный дорожный просвет в самой нижней точке, достигающий 34 сантиметров, но вылезать из жидкой грязи он не спешит. Кажется, что без тяжелых шин аппарат ехал бы лучше, но, к сожалению, подтвердить или опровергнуть это предположение я не могу. В любом случае, езда на нем требует особых навыков, таких же, как, например, и мотоцикл с коляской. Передняя подвеска рычажная, она очень внушительная, у нее оригинальные литые траверсы неимоверной ширины, очень толстые трубы, и вообще все это выглядит очень внушительно. Здесь же на каждой стороне стоит по одному амортизатору со ступенчатой регулировкой преднатяга пружины. Как таковой задней подвески здесь просто нет. Ось задних колес прикручена к раме и к такому импровизированному подрамнику, а функцию демпфирования выполняют огромные шины низкого давления, и надо сказать, что работают они неплохо, несмотря на то, что резина, довольно-таки жесткая. Если бы здесь стояли просто камеры, без резины было бы намного мягче. Шины реально отрабатывают. Вот совсем такую зубодробилку, когда мы едем поперек пашни, хочется привстать на подножках, и это можно сделать, но на просто грунтовочке амортизации шин, которые плющатся, и передние подвески рычажные более чем достаточно, ты чувствуешь себя вполне комфортно. Ну и вообще, как мне сегодня сказали инженеры-испытатели этого завода, у Бархан это не про быструю езду, это вот про медитацию, про неспешную медитацию за рулем, когда ты просто смотришь какую-то точку и в нее медленно, но верно приезжаешь. И на самом деле это действительно так. То есть, в отличие от квадрика, на нем не хочется гонять, на нем хочется просто медленно пахать пашню.
Тормозные механизмы дисковые и спереди, и сзади. Передний механизм выглядит довольно привычно. Здесь стоит один тормозной диск, который работает в паре с плавающим двухпоршневым суппортом и армированной магистралью. А задний тормоз установлен в непривычном месте. Он стоит на трансмиссии и воздействует сразу на оба колеса. Кстати, так как это внедорожное транспортное средство, здесь есть еще и стояночный тормоз. Как он выглядит? У педали гидравлический привод, но мы имеем возможность зафиксировать эту педаль в нажатом положении. Для этого у нас есть специальный красный рычажок, который мне почему-то хочется назвать стоп-краном. Очень уж он похож на такой вот железнодорожный механизм. Что касается тормозных механизмов, то они здесь есть. Они здесь есть, но об их существовании вспоминать приходится нечасто. Во-первых, эта штуковина не очень хорошо едет накатом, она не очень быстрая, у нее нет наката. То есть, если ты отпускаешь газ, она тут же начинает замедляться сама. И так как нет больших скоростей, этого вполне достаточно. Поэтому я не могу пожаловаться на эффективность тормозов. Хотелось бы, конечно, большего, но с другой стороны, зачем? Гасить и бороться с инерцией этих колес, они сами отлично замедляют этот аппарат. Поэтому, для каких-то экстренных случаев тормоза есть, которые позволяют замедлиться практически моментально. Двигатель Бархана от компании Lifan, которая скопировала этот мотор у Honda. 197 кубических сантиметров, один цилиндр, два клапана на цилиндр, цепной привод газораспределительного механизма, карбюратор и жидкостное охлаждение. Не ищите здесь радиатор, я чуть позже покажу, где он установлен. Двигатель развивает 16 лошадиных сил, у него 5-ступенчатая коробка передач, многодисковое сцепление в масляной ванне с тросовым приводом. Иными словами, мотор обычный, мотоциклетный и довольно распространенный в наших широтах. А вот трансмиссия здесь полностью оригинальная, и такого я нигде не встречал. После нашего мотора, после нашей основной коробки передач через однорядную цепь в движение приводится еще один механизм. У него есть прямая передача, есть нейтральная передача, есть задний ход и есть понижающая передача. И у этой коробки передач есть свой дополнительный рычаг, который, забегая вперед, скажу, работает довольно внятно, и передачи переключаются мягенько, что вообще удивительно. Обычно на такой технике, на утилитарной технике, передачи нужно с каким-то ужасом и скрежетом вбивать, но здесь ничего подобного нет, что странно, потому что аппарат уже с пробегом, аппарат уже повидавший жизнь, и при этом она довольно-таки неплохо работает. После этой дополнительной раздатки идет двухрядная цепь, которая в свою очередь вращает ось задних колес или заднего колеса. У этой цепи есть натяжитель, ролик, который на двух пружинках висит и подтягивает нашу цепь. А если она растянулась настолько, что ролик с пружинками уже не помогает, у нас есть возможность подтянуть два болта, расположенных в местах крепления оси к раме, и немножечко эту ось отодвинуть, тем самым натянув цепь. Точно так же, как это происходит на мотоциклах. Кажется, что 197-кубового мотора 16-сильного, 16,3, если быть точным, насколько я помню, для 330-килограммового мотоцикла на таких тяжеленных колесах с пилотом, а здесь еще есть место для пассажира, кажется, что это вообще ничего, и что он не должен трогаться с места. Но, как ни странно, он едет, и едет он довольно бодро. А за счет чего? А за счет того, что у нас здесь очень большое понижение. У нас здесь мало того, что в коробку передач немножко понижает, у нас еще и есть понижайка в раздатке. И даже если включить пятую, включить прямую в раздатке, все равно мы будем ехать, очень не быстро. То есть максималка 40, но при этом разгон, я не скажу, что он поражает и захватывает, но, по крайней мере, он адекватный, он вменяемый. То есть ты не чувствуешь себя аутсайдером. Я вот сейчас в поле, я не знаю, насколько будет видно в поле разгон, я просто сейчас газну. Так, у нас сейчас включена в раздатке прямая передача. У нас я включаю первую передачу, и поехали. Раз, два, три.
есть он прям едет. Вот. И если не хватает, если в каком-то снегу он начинает проваливаться, колеса начинают шлифовать, совершенно спокойно включаем понижаечку и лезем. Вот, поэтому, как ни странно, ему этого мотора более чем хватает. А в отличие от квадроциклов бюджетных, у которых сзади не разрезная ось и оба задних колеса с цепным же приводом всегда вращаются с одинаковой угловой скоростью и жестко прикручены к этой неразрезной оси, у Бархана есть одна очень интересная фишка, которая позволяет нам имитировать свободный дифференциал, если угодно. Вернее, правильнее сказать, отключать одно из колес. Инженеры обошлись без дифференциалов, без каких-то ухищрений, еще раз подтвердив утверждение о том, что все гениально просто. Они использовали муфту со шлицами и двумя положениями. На оси колеса есть шлицы и на ступице самого колеса. Когда мы едем без муфты или муфта у нас надета в положение, внутри которого не нанесены шлицы, мы можем ездить с одним приводным колесом. То есть на ходу в движение нас приводит всего лишь правое заднее колесо. Но для того, чтобы нам съехать на бездорожье, когда нам нужна, условно говоря, блокировка дифференциала, мы эту муфту переворачиваем тем положением, внутри которого есть шлицы, совмещаем шлицы на оси колеса и на ступице колеса, надеваем эту муфту, после чего у нас получается как бы заблокированный дифференциал. Оба колеса жестко зафиксированы на оси и вращаются всегда с одинаковой скоростью. Может быть, это не очень удобно. Я вот, например, уже испачкался маслом, а как это все происходить будет в грязи, я вообще боюсь себе представить. Но в отличие от всех дифференциалов, от всех редукторов, эту конструкцию, мне кажется, просто невозможно порвать. Она супер надежная, супер простая и супер понятная. Очень необычное и, я бы сказал, элегантное инженерное решение. Сейчас мы едем на заблокированной задней оси. У нас оба задних колеса приводятся двигателем в движение одинаково. Но если бы мы отключили одно из колес, я покатался сегодня на одном приводном колесе по асфальту, чувствовалось бы, что тебя толкает именно одно из колес. То есть вот есть немножко такая несимметричность в разгоне, как чувствую, немножко вот боком начинает ускорять. Но когда второе колесо подключено к оси, этой проблемы нету. По грунтовке, вот даже по полю на заблокированной оси ездить нормально. Можно, особого дискомфорта не испытываешь. Но на асфальте с двумя колесами, подключенными к оси, с блокировкой, блин, ты просто проезжаешь прямо. Ты реально на скорости, ты поворачиваешь руль, а он не поворачивает. Поэтому по асфальту нужно обязательно переставлять эту муфту, чтобы нормально ездить. И так он более-менее вменяемо начинает рулиться. Сзади у нас установлены широкие крылья от какого-то полуприцепа грузового. Мне кажется, что эти крылья можно встретить на каких-нибудь самосвалах, на КАМАЗах. Это прям обычные крылья от грузовиков, которые продаются в обычном магазине грузовых запчастей. Между ними стоит трубчатая конструкция, которая выполняет роль багажника. Она очень большая, просторная. Но мне, честно говоря, хочется повесить сюда прям большой квадроциклетный кофр со спинкой для пассажира. Мне кажется, он сюда впишется идеально. Также здесь можно увидеть простенький фонарик, простенькие поворотники, никаких светодиодов, все на лампах накаливания. И надо сказать, что внедорожному транспортному средству этого вполне себе достаточно, и какие-то модные современные светодиоды здесь смотрелись бы нелепо. Здесь же можно найти, помимо глушителя, который вполне себе логично расположен сзади, здесь же можно найти расширительный бачок и радиатор охлаждения мотора. У него есть металлический кожух, на нем прям написано «Сделано в России». Это настоящий такой кондовый российский радиатор. У него есть металлический кожух, и в этом кожухе установлен вентилятор принудительного охлаждения. Ну и здесь же можно увидеть расширительный бачок, который тоже явно российский, явно перекочевал сюда с какого-то отечественного автомобиля. Вообще Бархан поражает не столько, сколько своей необычной, очень оригинальной конструкцией, столько, сколько вообще своим видом. Огромные колеса и очень брутальный дизайн меня цепляют. Я понимаю, что люди, которые выросли в Советском Союзе и мечтали об иномарках, они, скорее всего, это не оценят и скажут, что это вообще за совок. Но люди помоложе, которые уже советские мотоциклы запомнили где-то в деревнях, а основной транспорт уже был
китайский, японский, европейский, какой угодно, вроде меня, они уже оценят металлический бак, металлические накладки, раму, покрашенную в серый цвет. Вот это такой old school, прям советская школа мотостроения, с этой кондовостью, с этой железностью, с этой какой-то мощью внутренней. Чувствуется, что этот аппарат выпускают на заводе, основной профиль которого производство оружия. Что касается посадки, то в седле этот мотоцикл тоже чувствуется как какая-то бронетехника. Здесь очень большие широкие подножки, которые еще и не складываются, подножки зубастые. Очень широкий руль, неимоверно широкие траверсы, которые литые, стальные. Вот чувствуется вся эта мощь, такая тяжесть, это хорошо. Тяжесть — это надежно. Бронетанковые ощущения подкрепляются минималистичной приборной панелью, лишенной циферблатов. Из всех индикаторов лишь несколько контрольных ламп, загорающихся при перегреве, включении нейтрали, поворотника и дальнего света. Впрочем, реально недостает лишь указателя уровня топлива. При 15-литровом баке расход заявлен на уровне 12 литров на сотню. Впрочем, у Бархана достаточно места для дополнительных канистр. Он очень сильно вибрирует везде, и на руле, и на подножках, и на седле, но это совершенно не проблема для такой техники. Здесь никто не даже пытается заниматься гашением вибраций, это совершенно ни к чему. Внимательные зрители обратили внимание на то, что в этом видео Бархан я называю внедорожным транспортным средством, а не мотовездеходом. И это не ошибка, ведь мотовездеходами по нынешним законам считаются лишь четырехколесные аппараты, под определение которых Бархан не подпадает. Кстати, на сайте завода имени Дегтярева Бархан называется внедорожным транспортным средством ЗДК 5.910. Бак и седло довольно узкие, как у обычного мотоцикла, и на фоне огромных крыльев, огромного железного багажника, где установлена фара, очень широкого руля, бак кажется даже узким, хотя он на самом деле просто нормального размера. Сидишь здесь как человек с ростом в 1,95 м, мне никуда не приходится тянуться, и при этом мне не тесно. Но еще надо отметить, что здесь очень тяжелый руль, и для того, чтобы его ворочить, даже на ходу, когда это немножко полегче, все равно нужно иметь довольно много здоровья. Он тяжелый, у него очень тяжелый руль, даже на ходу мне 110-килограммовому мужику нужно прикладывать большие усилия к рулю для того, чтобы хотя бы вот так делать на твердой дороге, на относительно. ZIT Barkhan явление абсолютно уникальное. Я не знаю ни одного другого производителя, который выпускал хоть что-то похожее на него. Он очень необычен, он очень интересен, и за его рулем чувствуешь, как у тебя вырабатывается тестостерон. Кажется, что ты управляешь каким-то Бигфутом, каким-то Белазом. Ты сидишь высоко, ты чувствуешь, какая-то большая и крупногабаритная телега, и на самом деле он очень неплохо едет по всяким бревнам, по всяким пересеченным местностям. И самое главное, он, в отличие от внедорожных мотоциклов, в отличие от квадриков, он еще и не потопляем, и он может спокойно ездить по болотам, пересекать реки и штурмовать прочие водные преграды. Конечно, по проходимости трехколейное транспортное средство чисто теоретически должно проигрывать двухколейным и одноколейным, просто за счет того, что переднему колесу в любом случае приходится бить дополнительную колею, и оно не приводное. Ну и эта теория подтверждается на практике. По проходимости Бархан хорош там, где нормальная техника просто тонет или проваливается. Вот за счет этих шин низкого давления он едет очень хорошо. Но в каких-то местах ты понимаешь, что двухколесный мотик или обычный квадрик тебя, конечно же, объедет. Ну и плюс он не очень быстрый. И тем не менее, это техника, которая, безусловно, заслуживает внимания. И мне кажется, что он немножко недооценен. Если посмотреть на мотоциклы Урал, которые тоже очень необычные, очень странные, никто в мире не выпускает мотоциклы с приводной коляской, то их тиражи достигают 1000-1500. Они очень хорошо продаются в мире как раз за счет своей необычности. Так вот, Бархан выпускается тиражами в 150-200 единиц в год, что очень немного. При том, что в отличие от Урала, никто не сможет упрекнуть его в дороговизне. Просят за этот мотоцикл с документами, с ПСМом, с которым его можно поставить на учет, просят за него порядка 200 тысяч рублей, а с документами спортивного инвентаря и того меньше, 187 тысяч
500 рублей. То есть эта сумма эквивалентна тому, что просят за маленький китайский детский квадроцикл. При том, что эта вещь, она абсолютно уникальная. Ее можно иметь параллельно с квадроциклом, параллельно с эндуро. И это очень необычная, интересная штуковина, которая дарит неимоверно много эмоций. Меня этот аппарат зацепил. На этом все. Спасибо заводу имени Дегтярева за организацию этого теста и возможность познакомиться с Барханом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!